Италия, Таиланд и Приморье уходят под воду после сильных ливней, на Алтае внезапно выпал снег, а в Иркутской области град побил автомобили и дома. На Гавайях извергается вулкан Килауэа, а в Судане, Китае и Индии сошли разрушительные оползни, унося дома и жизни людей. Обо всем этом и не только в нашем сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Триест, расположенный в северо-восточной Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, столкнулся с сильным наводнением, спровоцированным интенсивными осадками. По данным метеорологической службы, за день выпало до 50-70 мм осадков. Это привело к переполнению ливневых систем, подтоплению улиц и локальным затоплениям в центре города. Непогода сопровождалась грозами и порывами ветра скоростью до 40-50 км в час. Больше всего пострадал прибрежный район, включая площадь Единства Италии и улицы вдоль канала Понтероса, где вода проникла в подвалы и гаражи. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но зафиксировано более 20 инцидентов с затопленными автомобилями и временными отключениями электричества. Власти ввели оранжевый уровень тревоги и закрыли несколько улиц до вечера, рекомендовав жителям избегать прибрежных зон. За несколько часов спасатели провели эвакуацию десятков жителей из низин. Аналогичные осадки затронули соседние регионы, такие как Венето и Эмилия-Романья, где реки вышли из берегов. В Триесте не зафиксировано серьезных разрушений инфраструктуры, но потоплены подвалы в более чем 50 зданиях, также несколько деревьев упали на дороге из-за ветра. Непогода привела к задержкам в работе общественного транспорта, а в аэропорту Триеста временно были приостановлены рейсы из-за плохой видимости. Землетрясение магнитудой 6, произошедшее вечером 31 августа в восточных провинциях Афганистана, привело к значительному росту числа жертв. По последним официальным данным, озвученным представителем правительства Талибана Забихуллой Муджахидом, погибли не менее 1411 человек, а ранены более 3124. Эти цифры обновлены на 2 сентября и продолжают расти, поскольку спасательные операции в отдаленных горных районах все еще продолжаются, в некоторых из них отсутствует связь. Организация Объединенных Наций разместила не менее 25 специальных групп для изучения и анализа ситуации в регионе и уже сейчас активно оказывает помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. ООН также своевременно доставляет необходимые грузы в населенные пункты, которые можно посетить. За последние дни зафиксировано не менее 17 афтершоков, 2 из них магнитудой 5,2 спровоцировали дополнительные оползни, что затруднило доступ спасателей в ряд пострадавших районов. Тулун в Иркутской области накрыла сильная гроза, которая сопровождалась интенсивным градом, в результате чего на улицах города образовался градовый покров, напоминающий снег. Синоптики связывают непогоду с приходом холодных воздушных масс из Красноярского края, где также шли сильные дожди. Гроза продолжалась около 30-40 минут. По данным местных СМИ, град был крупным, отдельные градины достигали 2-3 см в диаметре. Непогода сопровождалась сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду и грозовыми разрядами. В городе подтопило несколько улиц в низинах. Несмотря на зрелищность, град нанес материальный ущерб, побил стекла в автомобилях, повредил теплицы и огороды. По предварительным оценкам местных властей, пострадали десятки машин, а фермеры жалуются на потери урожая овощей и корнеплодов. В горах Алтая на днях выпал первый снег, вызванный резким похолоданием. Снегопад обрушился под влиянием арктического воздуха, вторгшегося из северных регионов. На метеостанции Кара-Тюрик, расположенной на высоте около 2600 метров, ночная температура упала до минус 1,2 градуса по Цельсию, это на 5-7 градусов ниже нормы для начала сентября. Высота снежного покрова составила 2 сантиметра.
Аналогичная ситуация сложилась на Семинском перевале, где снег запорошил дороги и окружающую местность, создав эффект белого одеяла на траве и деревьях. В других районах республики Алтай снег был менее обильным, но похолодание затронуло всю территорию. На утро 2 сентября снег частично растаял под утренним солнцем, но в высокогорье покров сохраняется. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В западной части Судана, в районе гор Марра, произошла трагедия. Мощный оползень полностью уничтожил деревню Тарасин, унеся жизни не менее 1000 человек. По данным властей, выжил только один житель. Оползень обрушился вечером 31 августа после недели интенсивных осадков, которые насытили почву и спровоцировали обвал огромного пласта грунта. Деревня Тарасин, расположенная в плодородной долине у подножия вулканических гор Марра, была полностью погребена под массой земли и камней. Люди вручную разбирают завалы, пытаясь найти тела погибших. Доступ к Тарасину возможен только пешком или на ослах. ООН отмечает, что точная оценка ущерба сложна из-за удаленности и продолжающегося в регионе конфликта. По их данным, подтверждено 370 смертей, но цифра в 1000 погибших кажется правдоподобной, учитывая полное уничтожение деревни. Это одна из самых смертоносных катастроф в Судане за последние годы. Ежегодно сезонные дожди уносят сотни жизней, но такой оползень – редкость. Приморский край вновь столкнулся с последствиями мощного циклона, который обрушил на регион проливные дожди. За сутки в северных районах выпало до 100-150 мм, что превысило месячную норму на 50-70%. По данным Приморгидромета, сильный подъем рек зафиксирован на Большой Уссурке, Малиновке и других водоемах севера края. Уровни воды выросли на 1,5 метра, вызвав переливы через дамбы и подтопление низин. В Пожарском районе пострадали несколько населенных пунктов, включая Лукьяновку, где река Большая Уссурка вышла из берегов, затопив местные дороги и поля. Глубина воды в местах перелива достигает 1 метра, проезд для легковых автомобилей невозможен. Спасатели МЧС эвакуировали 20 жителей из зоны риска, доставив их на лодках в безопасные места. Для остальных были организованы пункты временного размещения. Затопления затронули несколько округов. В Красноармейском и Дальнереченском районах размыты участки дорог, а в низинах подтоплены приусадебные участки. В целом, по краю пострадали около 10 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение на 5 километрах автодорог. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, задействовано более 50 единиц техники для откачки воды и укрепления дамб. В Пампано-Бич, в американском штате Флорида, пожарно-спасательный вертолет управления шерифа округа Бровард рухнул на жилой многоквартирный дом, унеся жизни 2 человек и ранив еще 4. Капитан пожарно-спасательной службы Террисон Джексон, находившийся на борту, погиб в результате крушения. Второй жертвой стала женщина, находившаяся внутри здания. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации расследуют причины инцидента, который произошел практически сразу после взлета вертолета. «2 сентября вулкан Килауэа на Гавайях начал 32-й эпизод своего продолжающегося извержения, которое длится с декабря 2024 года. Активность возобновилась в 6 часов 35 минут по гавайскому времени в кратере Халимау-Мау в кальдере Калуаполи Национального парка вулканов Гавайев. Лавовые фонтаны из северного кратера достигли высоты около 150 метров, изгибаясь под углом около 45 градусов к северо-востоку и падая обратно в кратер. Столб газов и пепла поднялся на высоту до 6 километров, шлейф протянулся на юго-запад.
Текущий эпизод, хотя и менее интенсивный по сравнению с предыдущими, когда фонтаны лавы достигали более 300 метров, все равно впечатляет своей зрелищностью. Лавовые струи питают несколько потоков на дне кратера, постепенно покрывая его поверхность. По данным Гавайской вулканологической обсерватории Геологической службы США, вся активность была сосредоточена внутри парка, без угрозы для населенных пунктов. Авиационный цветовой код вулкана – оранжевый, что подразумевает повышенный риск для авиации. Провинция Пхичибун на севере Таиланда пострадала от мощных проливных дождей, вызванных остатками тропического шторма Нонгфа. В Пхичибун, особенно в Лом-Сак, уровень реки Па-Сак достиг рекордных 12,6 метра, что привело к прорыву дамб и затоплению центра города. Вода затопила правительственные здания, полицейский участок, рынок и 11 кварталов. Уровень воды местами превышал 1 метр. В Лом-Као затоплены районы Тат-Клой и Сила. Всего пострадали около 500 домов, а также коммерческие зоны. Магазины, не успевшие эвакуировать товары, понесли значительные убытки. Вода проникла на склады, повредила запасы и оборудование. Местные власти назвали это наводнение худшим за десятилетие. Спасатели оперативно эвакуировали сотни жителей из затопленных районов. Эвакуационные центры открыты в подрайонах Тайбун, Хуайрай и Саклонг. В Муанг в критических зонах установлены насосы для защиты низин от притока воды из соседних районов. Власти закрыли ряд школ, перекрыли дороги вблизи рек и призвали население избегать затопленные зоны. В деревне Санпалсар, расположенной в Сардар-Шахаре, в округе Чуру, в индийском штате Раджастхан, произошло обрушение лесного массива примерно в 18 метрах от жилых домов. Обрушение случилось около 8 часов утра по местному времени в лесистой зоне Гасаи-Джи Махарадж, священном месте, популярном среди паломников и местных жителей. По описаниям очевидцев, массив почвы и деревьев внезапно провалился с громким грохотом, образовав кратер диаметром около 20-30 метров и глубиной 12 метров. Полиция и спасательные службы оцепили зону, эвакуировали 10-15 семей из ближайших домов и запретили доступ к месту провала. Геологи проводят обследование территории на риски новых обрушений. Деревня Санпалсар с населением около 2000 человек находится в аридной зоне Раджастхана, где такие инциденты редки, но недавние муссонные дожди насытили почву, сделав ее нестабильной. Утром 2 сентября в индийском штате Химачал-Прадеш произошел оползень, обрушивший двухэтажное здание. Оползень произошел вблизи новой автобусной остановки Ванни, небольшом городке на высоте около 1200 метров в долине Куллу. Жилое здание с коммерческими помещениями на первом этаже было сметено массой грунта и камней, сошедших с прилегающего холма. По сообщениям очевидцев, обрушение произошло внезапно, не оставив времени для эвакуации. Автобусная остановка, недавно построенная в рамках инфраструктурных улучшений, также получила повреждения, а близлежащая дорога оказалась заблокирована. К вечеру 2 сентября удалось извлечь 7 тел, включая 3 детей, 10 раненых жителей доставлены в больницу в Кулу. Причиной обрушения стали муссонные дожди, обрушившиеся на Химачал-Прадеш. В районе Кулу, включая Анни, осадки превысили норму на 155%, вызвав переполнение рек, таких как Бис, и многочисленные оползни. По данным Индийского метеорологического департамента, красное предупреждение сохраняется для Кулу и соседних округов из-за риска новых обвалов. Спасательные операции, проводимые национальными силами реагирования на стихийные бедствия и местными службами, осложняются продолжающимися осадками и риском новых оползней. Северо-запад Китая накрыл мощный холодный фронт, вызвавший экстремальные погодные условия. Холодный фронт сформировался над Монголией и Центральной Азией, быстро распространившись на северо-запад Китая. В Турфане,
Известным как одна из самых жарких точек страны, внезапное похолодание привело к резкому контрасту. Дневные температуры упали до 15-20 градусов по Цельсию, а порывы ветра достигли 160 км в час. В Синьцзяне песчаные бури затронули Руацанский уезд и другие районы пустыни Такламакан. Видимость снизилась до менее 100 метров, в Ганьсу пострадали Цюцюань и Цинхай, из-за сильного ветра, заносов и плохой видимости были закрыты несколько шоссе. По данным метеорологов, холодный воздух вызвал резкое падение температуры на 10-15 градусов по Цельсию по сравнению с предыдущими днями. В горных районах Синьцзяна температура и вовсе упала до минус 5 градусов. По данным Китайского метеорологического центра, это одно из самых сильных холодных вторжений в начале сентября за последние годы. К счастью, жертв не зафиксировано, но власти ввели синее предупреждение о песчаных бурях и рекомендуют жителям оставаться в помещениях. На скоростной автомагистрали Шанрилы в китайской провинции Юньнань произошел обвал склона, который привел к временному закрытию участка дороги и задержкам в движении. Обвал произошел на 120-м километре трассы G214 Шанрилу-Лидзян, в зоне с высоким риском геологических бедствий из-за близости к Тибетскому плато. По описаниям очевидцев, огромный пласт грунта и камней сошел с горы, перекрыв обе полосы движения на длину около 50 метров. В результате происшествия пострадали несколько автомобилей, повреждены бамперы и зеркала. Из людей никто не пострадал. Полиция и дорожные службы немедленно перекрыли участок, перенаправив трафик на объездные маршруты через второстепенные дороги. Власти провинции Юньнань мобилизовали около 50 спасателей и 10 единиц тяжелой техники для расчистки дороги. К вечеру движение удалось частично восстановить. По предварительным данным местных властей, обвал был вызван сильными дождями, которые насытили почву влагой и усилили эрозию склона. 2 сентября над городом Днепр в Украине жители заметили огромное белое облако, визуально напоминающее ядерный гриб. Его было видно во многих районах города, включая центр и окраины. Метеорологи объясняют это явление так: восходящие потоки теплого влажного воздуха поднимают влагу до верхних слоев тропосферы до 8-14 километров. Когда облако достигает тропопаузы, где температура перестает падать с высотой, оно не может расти вертикально и растекается в стороны, образуя плоскую наковальню или грибовидную форму. Явление не уникально. Подобные облака часто фиксируют в разных частях мира во время теплого сезона, когда разница температур между поверхностью и верхними слоями атмосферы создает конвекцию. В Украине такое явление наблюдалось в Николаеве в июле 2018 года и в Запорожье в этом году. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.